Как всегда, в воскресенье вас ожидает свежий выпуск новостей MMORPG за неделю. Сегодня поговорим про официальный релиз новой MMORPG Bellatorus в России, глобальные планы на глобальную и корейскую версии Throne and Liberty, недавний релиз MMORPG Core Punk и многом другом. Не забываем подписываться на канал, в том числе по ссылкам в описании можно найти нас на отечественных платформах в ВК и на Рутуб. Ну а за общением и самыми свежими новостями жанра MMORPG отправляю вас в мой телеграм. Меня зовут Мадлер, это портал Гохару, и мы начинаем. Crystal Falls — совершенно новая, готовящаяся к выходу бесплатная экшен-RPG игра, действие которой происходит в постапокалиптическом стимпанковском мире спустя столетия после глобальной катастрофы, известной как Nexus. Игрокам предстоит примерить на себя роли различных гибридных героев и исследовать мир, наполненный руинами, подземельями и могущественными артефактами. На момент релиза в игре планируется 3 класса, каждый из которых сможет похвастаться своими древами прокачки. Причем навыки в игре не учатся, а находятся как лут. Скиллы могут быть, что называется, разной рарности и тоже обладают собственными древами прокачки, а в некоторых и вовсе есть специальные ноды для вставки камней. В общем, простор для творчества любителям билдостроения обеспечен. Множество различных подземелий, богатый лор, бесконечная процедурная концовка, привычная многим любителям жанра системы сезонов и, конечно же, возможность торговать с другими игроками без каких-либо ограничений. Многопользовательский режим, разумеется, тоже в наличии. За игру отвечает команда ветеранов экшен-ролевых игр, известных разработкой Pillars of Eternity и Stellaris, включая бывшего креативного директора Path of Exile. Полный релиз Crystal Falls, кстати, онли на ПК, запланирован на 2025 год, однако ОБТ начнется уже 13 декабря этого года. Так что, если заинтересовались, не поленитесь добавить Crystal Falls в свой виш-лист в Steam по ссылке в описании и закрепленном комментарии. О том, что MMORPG EverQuest 3 находится в разработке, стало известно еще осенью прошлого года. В честь 25-летия франшизы канал MinMax побеседовал с ведущим дизайнером и художником, а также с главой студии и продюсером проекта. Стало известно, что EverQuest 3 на текущий момент находится еще на раннем этапе разработки. В планах команды сделать не просто 3-ю номерную часть, а полностью перезагрузить серию, дав геймерам современную графику и геймплей, но сохранив при этом знакомый фанатам стиль. Однако в дальнейшем все текущие идеи могут быть отвергнуты в пользу полного перепросмотра концепции. Ожидается, что релиз игры состоится в 2028 году. Поверх дополнения Final Fantasy XIV Crossroads добавлен еще один слой контента, и он предназначен для тех, кто ищет новые испытания высокого уровня. Для MMORPG вышло обновление 7.11, которое запускает рейд Futures Rewriting на максимальной сложности. Это испытание будет доступно для персонажей, прошедших дикую версию 4-го боя рейда Аркадиона, и, как обычно, для заранее созданных групп из 8 человек через систему поиска рейдов. Еще одной важной особенностью патча является ряд корректировок способностей профессий в PvP, которые ослабляют паладина, красного мага и астролога, а также некоторое усиление практически для всех остальных профессий в списке, включая пиктоманта, гадюку, черного мага, механиста и других. Студия TCP сообщила, что спин-офф их космической ММО EVE Online шутер EVE Vanguard перешел в фазу открытого теста. Он продлится до 9 декабря, когда завершится тестирование боевых клонов, а Vanguard подготовится к своей первой полноценной операции. Как и раньше, это развертывание открыто для всех клонов Омеги, но теперь оно предложит значительно расширенный доступ с новыми возможностями для альфа, а также для новичков во вселенной EVE, чтобы они могли вступить в бой. Но есть один нюанс. Для получения доступа вам нужно зайти в Discord сервер игры и выполнить определенные действия. Пока, если верить информации осведомленных инсайдеров, студия Криса Робертса Cloud Imperium Games увольняет тех, кого она сама же заставляла перерабатывать без выходных несколько недель. Ее игра, которая выйдет когда-нибудь, Star Citizen, уже заработала $750 миллионов инвестиций. Как подсчитали игроки, если темп выдаивания миллионов из аудитории сохранится в текущем состоянии, то уже к 2027 году Star Citizen соберет на свою разработку $1 миллиард. Подумать только, прошло уже 6 лет с того момента, как компания Parlabis забрала управление российской версией MMORPG Black Desert в свои руки, и в честь этого события в игре запущен ряд праздничных ивентов. Заходите в игру до 12 декабря каждый день и получайте специальные награды, среди которых есть премиальный набор, советы Валкса плюс 100, камни Крон и другие ценные расходники. Ну и, конечно же, обязательно вводите купон, который вы прямо сейчас видите на своих экранах, и который даст вам еще больше подарков.
Русскоязычная версия MMORPG Lost Ark получила ноябрьское обновление «Воля богов», которое предлагает игрокам несколько интересных новинок. Одной из таковых является система архипробуждения, предлагающая 2 дополнительных усиления для навыков пробуждения и разблокировку 3-й вкладки Ark. Еще одним важным нововведением является новый пчелиный остров, который доступен в океане Гивены к северо-востоку от Лютерии. В этом месте игроков с уровнем снаряжения от 1520 будет ждать пчелиное королевство с новой цепочкой заданий и активностью рыцарская гонка. Также обновление предлагает некоторые изменения для PvP, включая режим битва наследий, новые события подарки Нинав, балансировку умений и особенностей классов персонажей, переработку системы питомцев и уменьшение здоровья боссов в нескольких эндгейм рейдах. Во время последнего стрима команда StarVault рассказала о грядущих системах Relic War в Mortal Online 2, Геральдике Гильдии и многом другом, что появится на публичных тестовых серверах в декабре этого года. Relic War в значительной степени сосредоточены на Reliquary Relic, которые, конечно же, будут помещены в структуру под названием Реликварий, чтобы дать гильдии особые бонусы на ограниченное время. Другие игроки могут украсть их, но только с помощью Reliquary Siphon, который будет выкачивать энергию из Reliquary Shield, пока не удастся поднять саму реликвию. Разумеется, будут и другие многочисленные типы реликвий. Также была представлена функция, позволяющая гильдиям создавать свою собственную геральдику, чтобы придать униформе индивидуальность. Ну а 8 декабря состоится запуск Sprint PTR, который принесет тестирование этих систем, обновление системы брокера, события Крампус и другие изменения. Команда New World Eternum представила новую дорожную карту, в которой рассказывается о сезонных мирах, тематических серверах и многом другом, что появится в 7-м сезоне и даже после 7-го сезона. 7-й сезон выйдет в начале 2025 года. Одно из самых больших изменений — введение сезонных миров. Это будут специальные серверы с особыми правилами, которые будут действовать в течение всего сезона. Тема 1-го сезона — постоянное PvP. Также в 7-м сезоне появится новая карта Outpost Rush, которую можно будет посмотреть в выходные, но саму карту в игру добавят позже. Разумеется, изменений на самом деле гораздо больше, у нас даже выходил отдельный ролик на этот счет. Ознакомиться можно по подсказке. По словам представителей Stormhaven Studios, в ближайшее время состоится релиз Ember's Rift в Steam. Команда работает над тем, чтобы выпустить свою MMORPG в Steam после спора с бывшей платежной системой, в результате которого несколько месяцев у разработчиков не было выплат. После расторжения контракта с платежным сервисом Digital River, чтобы продолжить разработку, ну и, конечно же, запустить игру, Stormhaven нужно было принять меры и получить хоть какой-то доход. Именно тогда команда объявила, что переходит в Steam, а все платежи будут проходить через Valve. Intrepid Studios выпустила свежий ролик, в котором рассказала о некоторых новых механиках MMORPG Ashes of Creation. Цитирую. «Мы очень рады представить вам раннюю предварительную версию нашей системы гигантов и Monster Coin в Ashes of Creation. Напоминаем, что Ashes of Creation — открытый и прозрачный проект разработки. Таким образом, вы увидите незавершенный продукт системы и механики. Да, о системе Monster Coin сообщалось давно. Она позволяет игрокам перевоплощаться в монстров и сражаться в таком виде с другими игроками». Состоялся релиз в формате раннего доступа фэнтезийной стимпанковской MMORPG Core Punk, разработкой которой занимается студия Artificial Core. На текущий момент игра предлагает выполнить более 350 заданий, 15 мировых боссов, 4 фракции, множество талантов и 3 сюжетных эпизода. По словам разработчиков, этого должно хватить на более чем 300 часов контента, если не учитывать реиграбельность. Из не слишком приятных новостей, пока игру можно купить только на официальном сайте, а способы для платежей из наших широт не завезли. Из приятных, вроде как скоро должны прикрутить возможность оплаты напрямую, ну а прямо со старта в игре доступен великий и могучий русский язык, который сильно упрощает процесс погружения в игру. Более подробно ознакомиться с моими мыслями относительно Core Punk можно по подсказке. NCSoft недавно выкатила дорожную карту обновлений Throne and Liberty. Понятное дело, для корейской версии, но там, судя по всему, задержка перед выходом в глобал будет минимальной. В декабре игроков ждет новое оружие-копье, новый стат персонажа, рождественский ивент и 2-й сезон гипербуст серверов. Да, я грешным делом думал, что где-нибудь тут корейцы сподобятся добавить серверы и для наших широт, но об этом нигде ничего не написано и не упоминается. Так что, похоже, обойдемся мы с вами в этом году без своих серверов TL. Однако, как мне кажется, эта тема еще далеко не закрыта, потому что кроме нашего есть еще 19 регионов, где игра до сих пор не представлена, и издателем должна выступать непосредственно сама NCSoft. И что-то мне подсказывает, это слишком жирный кусок пирога, чтобы его игнорировать. Особенно после того, как игра перешла на самообеспечение. Кстати, команда, которая сейчас занимается разработкой TL, в кои-то веки получила собственное название — First Spark Games.
Российский издатель и разработчик видеоигр компания Astrum Entertainment во время презентации на конференции Red Expo анонсировал локализацию MMORPG Bellatorus, за разработку которой отвечает компания Nyu из Южной Кореи. Таким образом, слухи, которые появились в сети в начале октября этого года, полностью подтвердились. Bellatorus — это MMORPG в фэнтезийном сеттинге с открытым миром, разработка которой началась в 2017 году. Игра создается на современном движке Unreal Engine 5. Геймплей будет строиться вокруг масштабных сражений РВР 5 домов за контроль над Этерией. Релиз игры в России и СНГ запланирован на 2026 год. Ну а спокойно, тесты, в том числе и публичные, пройдут раньше. Больше подробностей мы озвучим по мере поступления свежей информации. Ну а на следующей неделе, я думаю, можно смело рассчитывать на видео. А если не втерпешь, можно ознакомиться с относительно недавним нашим видео, посвященным этой MMORPG. И это все новости MMORPG на неделе. Не забываем, как всегда, традиционно поставить лайк или дизлайк этому видео, поделиться им с друзьями, оставлять свои комментарии, прожать колокол, чтобы быть в курсе выхода нового контента, и подписаться на нас везде, если еще не подписан. С вами был Мадлер, это портал Go.ru. Еще услышимся.